Новый налоговый режим для малого бизнеса. В этом видео плюсы и минусы нового налогового спецрежима и обзор действующих систем налогообложения. Канал Предприниматель Инфо. Федеральная налоговая служба планирует отменить учет и декларации малому бизнесу и сама исчислять налоги за предпринимателей. Возможно, ФНС отменит и страховые взносы. На этот счет составляется проект. Но налог на деятельность в таком случае вырастет. Этот спецрежим планируется ввести для микро и малого бизнеса. Пока ведутся опросы предпринимателей для того, чтобы уяснить, нужен этот налоговый режим или нет. Опросы проводит как ФНС, так и кредитные организации среди своих клиентов. Заявляется, что опросы проводятся анонимно. Если этот налоговый режим введут, им смогут воспользоваться как ИП, так и юрлица. Плюсы и минусы будут такими. Плюс. Освобождение от уплаты страховых взносов за себя для ИП и за сотрудников для компаний. Минус. Увеличение ставки налога на деятельность на 4 пункта. Плюс. Расчет налоговых обязательств непосредственно ФНС на основании банковских данных и контрольно-кассовой техники. Минус. Получение ФНС информации об операциях по расчетному счету налогоплательщика напрямую от банка. Расходами будут считаться только операции, совершенные по безналичным расчетам и проведенные по расчетным счетам или контрольно-кассовой технике. Плюс. Банк, где находится расчетный счет организации, будет выступать налоговым агентом по исчислению и уплате НДФЛ на основании зарплатных реестров. Минус. Заработная плата должна выплачиваться только через банк. Плюс. Бизнес освобождается от бухгалтерского и налогового учета, подачи отчетности по УСН, по НДФЛ, страховым взносам, а также отчетности в ФСС и Росстат. Минус. Налоговый период будет равен 1 месяцу. Существующие налоговые режимы. На данный момент действуют следующие системы налогообложения. ОСНА – общая система налогообложения. Это самый сложный, дорогой и трудоемкий режим. Платится огромное количество налогов, в том числе налог на прибыль 20% для юрлиц плюс НДС и 13% НДФЛ для ИП. Бухучет ведется. УСН – упрощенная система налогообложения. Первый вариант режима – ставка налога 6% со всех доходов. Второй вариант режима – ставка налога 15% с доходов за вычетом расходов, то есть доходы минус расходы. Бухучет не ведется, но необходимо КУДИР – книга учета доходов и расходов. ПСН – патентная система налогообложения. Действует только для индивидуальных предпринимателей. Один патент для одного вида деятельности. Если предприниматель имеет несколько видов деятельности, он должен купить несколько патентов. Ставка налога 6% от потенциального дохода. Налоговый и бухучет не ведется. ЕСХН – единый сельскохозяйственный налог. Ставка налога максимум 6% плюс НДС. Для каждого региона своя налоговая ставка. ИП не ведут бухучет, но ведут КУДИР. Компании ведут бухучет. Новая инициатива ФНС хороша прежде всего для предпринимателей, которым не обязательно иметь бухгалтера. Многие из них сами ведут бухгалтерию или отдают ее на аутсорс. Чтобы такие микропредприятия совсем не заморачивались, обсуждается новый налоговый режим. А вы как считаете, нужен такой спецрежим?